Знаете, что это такое? Это видеорегистратор DinDinPi, вообще, DDPi мы его называем, DinDinPi N1 Dual. Это значит, что в ней есть и вторая камера, и я прямо сейчас ее переворачиваю и снимаю на нее себя тоже дополнительно. Вы меня видите прямо в эту камеру. Вот такой вот достаточно интересный регистратор с очень и очень хорошим качеством записи. Знаете, как вот мне настолько понравилось, особенно качество записи основной камеры 1296p, как они пишут, и задняя камера есть 1080p. Короче, ребят, это видеорегистратор для вашего авто с приложением для смартфона, вот такой вот компактненький, с поддержкой карточки 256 гигов. На канале Технозон. Поехали! Смотрите, сейчас она, конечно же, в тестовом режиме. Мы закрепили и заднюю, и переднюю камеру, то есть для того, чтобы тестировать. Подключается она через вот такую вот штуку. То есть это тоже DinDinPi на две штуки. Это вы сейчас увидите все на распаковочке. Отдельно покажу распаковку. И вот в такой коробке. Плюс есть у нас комплект для подключения этого DinDinPi в штатную систему вашего автомобиля для постоянного мониторинга на паркинге. То есть для такого вот мониторинга мы имеем вот такую вот штуку. То есть подключается она в штатное место автомобиля. Но перед тем, как я вам о нем начну рассказывать, мы перейдем и распакуем. После распаковочки мы обсуждаем и, конечно же, тестируем. Перед этим подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие обзоры. Переходим на распаковку. Вот такой вот DDPi. Вообще-то по-китайски DinDinPi звучит. Двухканальный дашкам. N1 Dual. У нас есть, видите, App Store и Android App. Они прямо акцентируют на том, что у нас есть додатки. Они прямо акцентируют, что у нас есть приложение. Вот, видите, они сразу и показывают. Ну, давайте вскрывать. Знаете, что у нас еще есть? Нет, это чуть позже. Это прям как сюрприз. Я же взял максимальный комплект. И я жутко ненавижу шершавые коробочки вот эти. Хотя за коробочку зачет. Коробочка нормальная. Есть у нас, смотрите, сразу, что бросается в глаза. Вот такая вот штучка с пленочками атермальными для стекла. Дальше есть кабель подключения задней камеры. Кабель, сама задняя камера. То есть у нас здесь заклеена пока линза. Это верх обозначения на 3М пленки. Кстати, за это большое спасибо. И у нас есть запасные 3М-очки, которые мы можем использовать. Есть запасные 3М-очки как для передней камеры, так и для задней. Есть крепление передней камеры, которая тоже на 3М пленке и крепится на атермальную пленку, которая у нас здесь есть. Есть Type-C на Type-A кабель. Внутри у нас есть еще прикуриватель. Для прикуривателя такая вот не розетка, а блок питания для прикуривателя. Вот он, пожалуйста. На два вот таких вот Type-A, для того, чтобы вы могли, кроме использовать ваш прикуриватель, кроме, допустим, этого самого видеорегистратора. И сам по себе регистратор. Очень прикольный пластик. Сюда у нас ставится microSD карточка до 256 гигабайт, Type-C, и сюда включается вторая камера через вот этот вот кабель подключения задней камеры. То есть задняя камера тоже вставляется. Есть крепление, которое мы сейчас с вами увидим, как она закреплена. Вот таким вот образом у нас происходит крепление. То есть вот так. Ну что, давайте я подключу и уже встретимся в автомобиле. И кроме этого у нас есть еще вот такой вот комплект. Это для подключения постоянного мониторинга в штатную сеть вашего автомобиля. Подключение через, допустим, есть, видите, варианты у нас подключения через предохранители, через два предохранителя, либо вот есть у нас масса, плюс и минус, то есть вот такой вот комплект подключения. Это на Type-C она будет работать у вас постоянно, то есть с методом, допустим, ночного мониторинга. Вот это вот очень крутая вещь. Я покупал именно максимальную версию.
А вот что это за камера, мы сейчас на фирменном сайте производителя, мы сидим в машине, само собой будем смотреть на мобильную версию. Короче, в чем фишка? Ссылки на проверенного продавца лежат в описании под видео. На сайте есть даже на русском языке, то есть можем спокойно выбрать сайт. Есть ссылка на интернет-магазин. Давайте выберем Динь-Динь-Пай, этот N1. Ага, вот он. Умный помощник по наблюдению за автомобилем. Как они, вот здесь есть топ-4 проверенных функций, продвинутых функций. Это передний и задний обзор, двухкамерная версия. Широкоугольные объективы, кстати, 135 передний, у передней камеры угол и 120, ну сейчас я посмотрю, где тут у нас было расписано, да, и 125 задний. Система управление питанием IPS, плюс у нас умное наблюдение за припаркованным автомобилем. Это значит, ну я вам покажу еще в настройках само приложение. Это значит, что когда он подключен в штатную систему автомобиля с помощью вот этой вот штуки, то мы с вами имеем возможность, чтобы он детектил там прикосновение к автомобилю, там, допустим, ну кто-то там ударил, что-то сделал, она начинает просто-напросто писать. Это мониторинг на стоянке. Двухканальная запись, это удобная съемка происходящего на дороге впереди и позади автомобиля. То есть о чем идет речь? У вас есть два варианта размещения этого всего действия. То есть, например, вы ставите переднюю камеру и ставите, допустим, камеру сюда вот на вот эту штуку. Вот сюда вот, и вот у вас есть, допустим, да, картинка, как это все выглядит. То есть вы пишете, что происходит внутри салона, и пишете передний вид. То есть оно снимает такое панорамное. Либо ставите впереди и сзади. То есть такой вот вариант тоже возможен. Так как они широкоугольные, то вот при этом варианте будет очень даже неплохо. У него есть режим Night Viz. Это значит, что у нас детализация при низком уровне освещения высокая, то есть подходит для ночной съемки. И что у нас? Поддержка 256 гигабайт, карточек до 28 часов. Ну и, конечно же, вот видите, покадровая съемка, определение столкновений, циклическая запись. Все это тоже у нас поддерживается. Качество, заслуживающее доверия, они, конечно, рассказывают. Что еще есть примечательного в данной камере? Использование суперконденсатора. Использование суперконденсатора вместо аккумуляторов позволяет нам использовать ее от минус 20 до плюс 70. Это значит, что она не боится перегрева, длительного перегрева, то есть аккумулятор не вспухнет, не взорвется, не начнет гореть. Суперконденсатор это все компенсирует, скажем так. Теперь, ну, дизайн они, конечно, перегнули, и есть приложение. Сейчас мы приложение с вами оценим. В принципе, вы уже поняли, что это и как. Дальше. По приложению. Есть у нас вот приложение Динь-Динь-Пай. Можно подключить смартфон. Подключается через обыкновенный, допустим, интерфейс Wi-Fi. Смотрите, есть возможность переключать переднюю и заднюю камеру. Вот, пожалуйста. Вот, есть такой момент. Есть у нас, видите, съемки, съемка кадра, и можно загрузить то, что есть у нас сейчас у нас в реальном времени, а можем просмотреть архив прямо со своего смартфона и загрузить какой-то момент. Это удобно. Из настроек у нас есть вот такие вот моменты. Есть управление громкости динамика, руководство по установке рекордера, вы можете включить подсказки. Экран задней камеры вращается вверх и вниз, экран задней камеры переворачивается влево-вправо, это в зависимости от того, как вы ее разместили. Поддержка кодека H265, можете выставить разрешение камеры основной либо 1296p, либо Full HD. Также вы можете включить или выключить запись микрофона. Я пока выключу или выключу, пускай будет. Продолжительность видео, связанная с фотографированием, 10 секунд, 20 секунд, 30. Ну, я поставлю 20 секунд. Регулировка столкновения, регулировка чувствительности, допустим, средняя, ну, здесь уровни, и мониторинг парковки. Тоже можете задать уровни вот этого самого столкновения. Автоотключение через 15 минут после парковки. Есть имя рекордера и управление хранилищем регистратора. По монтажу и тестированию мы поставили две камеры, одну здесь, для того, чтобы сравнить эти две камеры. То есть мы с вами получаем оригиналы изображения на этих камерах. Я специально сохранил в описании под видео, как они, грубо говоря, будут у нас, ну, вернее, оригиналы этих изображений вы сами можете
сами скачать и оценить качество видео. Нам главное, чтобы это все действие, я сейчас заведусь, потому что, во-первых, уже жарко, нам главное, чтобы мы с вами видели качество этих самых видео, нам нужно различать номерные знаки автомобиля, нам нужно много чего, то есть мы должны с вами это понимать. По креплению установки. Устанавливается на прозрачную пленку, а термальную ставится сверху на 3М-овскую пленку, я вам уже показывал. Задний можете на термальную, можете просто на 3М. Я, конечно же, пока включил это все вот таким вот образом, я заводить пока не буду. Заводится, можно монтировать. У нас, видите, крепеж сверху. То есть это позволяет нам удобно монтировать это все действие, то есть где-то там проводить под панелью, то есть вы можете провести там где угодно, у меня просто-напросто проводить в моем Passat негде, все монолитное, нужно снимать панель. То есть обычно заводится это таким образом сюда, заводится под панель и проводится уже. Обычно у нас вот здесь вот заводится это все дело и включается в штатную систему автомобиля именно в этом месте. Я предлагаю сейчас покататься, оценить качество видео и делать уже потом выводы. Ну что, друзья, поедем прокатимся. Камера установлена. Конечно же, будем сравнивать с вами качество видео. И сейчас у нас один немаловажный тест будет. Это мы, знаете, как я оцениваю камеры? Именно дашкамы. Когда вы ныряете в туннель, резкий переход от светлого к темному, потом от темного к светлому делает с дешевыми дашкамами большие чудеса. Они уходят в какой-то дикий пересвет. Вы, кстати, видите окошечко, как мы двигаемся. Вы можете смотреть, можете закачать, посмотреть, видно ли, допустим, те же самые номера. Вы все сможете посмотреть собственными глазами. И вот именно если она справится с этим пересветом, и мы будем видеть номера, то я могу однозначно ее рекомендовать. Потому что вот эти два варианта использования, там, допустим, внутри автомобиля, два ширика, 135 градусов, 125 градусов, суперконденсатор, возможность использования в каких-то условиях, высокотемпературных условиях, до 70 градусов. Вы представляете? Жара на улице. О, как раз, а ну давай, снимай, подъезжаем. Вот как справляется обыкновенная камера и как справляется, допустим, камера дэшкама. Если дешевый дэшкам, он обязательно, а ну смотрим, сейчас идет пересвет, справится, не справится, справится, не справится, есть. Отлично. Сработало, ушло сразу, у нас сработала камера, все нормально. Вы видели, как вот этот вот именно переходик сработал на камере? Мне очень сильно понравилось. Поэтому я думаю, что проблем не будет с такой камерой. Сейчас мы обязательно посмотрим на различимость номеров. Сейчас догоним машину. Сейчас суббота, блин, какая погодка. Сейчас бы шашлык где-то жарить, а не дэшкамы снимать. Ну, действительно, вообще за эту цену ожидать, что здесь будет там какой-то ADAS там, или ADAC, вернее, или какая-нибудь еще штука, я бы не стал. А вот в данном случае я думаю, что камера за эти деньги очень-очень даже адекватная. Ну, смотрим. Специально сейчас снимаю себя, не снимаю машины, чтобы не говорили. Так, я вижу номер, я его вижу даже в мониторе, различаю. Так, AR6018EI. Видите, не видите, можете закачать, приблизить. То есть будет все, в принципе, понятно. Ребят, я-то уже увидел все, что мне нужно. Я думаю, что вот именно закачав оригиналы этих видео, вы можете посмотреть, как это все дело выглядит. Вот так вот у меня сейчас мониторчик работает. Смотрите. То есть вот таким вот образом я себе поставил, мне удобно. Я потом закачаю эти файлы специально для вас. Слушайте, за эту цену могу рекомендовать. Действительно неплохой видеорегистратор, самый обыкновенный дашкам за небольшие деньги с достаточно неплохими функциями. Особенно я бы брал бы сразу с подключением для круглосуточного мониторинга. То есть вот это вот будет очень-очень немаловажно. Ну что, ребят, с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.